У нас за последнее время вышел десяток роликов о состоянии российской экономики. Но ни в одном из них мы не отвечали на вопрос: а что, собственно, делать-то? Что делать, если у меня есть некоторое количество денег, и я, по крайней мере, надеюсь их не потерять? Конечно, разговор этот необъятный. Персональные стратегии на то и персональные, что в каждом отдельном случае будут различаться. Сегодня мы сделаем первый заход. Попытаемся обозреть наиболее типичные сценарии сохранения денег прямо сейчас. Давайте сразу вот о чем договоримся. Нынешний кризис экономический, но природа его не экономическая. На каждом этапе сегодняшнего разговора мы будем сталкиваться с одной и той же проблемой, которая запустила все происходящее сейчас. В Кремле сидит человек, способный единолично принимать решения столь же непредсказуемые, сколь разрушительные. На любой прогноз и совет есть контраргумент. Завтра Путин может отправить танки, например, на Таллин. Есть десятки прекрасных причин, почему это невозможно. Но каждая в клочья разбивается о простой факт. Если Путин такое решение примет, рядом с ним не найдется достаточно смелого человека, чтобы что-то возразить. И вполне возможно, именно так оно все и произойдет. В лифтах всегда висит предупреждение: не используйте во время пожара. Также и с любыми советами сейчас. В случае похода на Северный Казахстан, национализации банковских вкладов, назначение Суровикина главой Центробанка, отмены частной собственности, замены судов особыми тройками, а тем более в случае ядерной войны, никакие советы уже не сработают. Мы будем рассуждать обо всяких экономических реалиях, и будет казаться, будто речь идет о некой нормальной ситуации, которую можно прогнозировать. Но всегда нужно держать в голове: где-то в бункере затаился ключевой фактор неопределенности, совершающий поступки далеко за пределами всяческих прогнозов. Не думаю, что мои зрители реально задаются вопросом, стоит ли прямо или косвенно наживаться на войне, например, открыть цех по пошиву бушлатов. Те, кто размышляет в эту сторону, вероятно, смотрят какие-то другие каналы, с которыми моя аудитория не особенно пересекается. Тем не менее, давайте попробуем порассуждать и на эту тему, потому что если отринуть мораль, то все выглядит вроде бы как однозначно. Государство готово давать на войну и смежные сферы сколько угодно бабла, и пока война идет, расходы на нее будут только расти. Отрасли, обслуживающие войну, как сорняки. Они будут и дальше вытеснять всю остальную экономику. Как кому бы не было плохо, сорнякам будет хорошо. Кажется самоочевидным в таких условиях, что надо вкладываться в то, что растет сейчас, и в обозримой перспективе расти продолжит. Кажется самоочевидным, что ты будешь проигрывать военке всегда и во всем, если занимаешься чем-то другим. Будешь проигрывать в конкуренции за работников, в оборотах, в маржинальности, в лояльности со стороны государства и силовиков. Но если пойдешь в военку, то будешь чувствовать себя чудесно, пока остальных будут душить налогами и регулированием. Опять же, давайте на секунду забудем тут о морали. Не будем обсуждать, что жить по соседству со злом и активно во зле соучаствовать – это совсем разные вещи. Не будем обсуждать, что в какой бы кривой и косой форме вы не прикасались к войне, вы прикасаетесь к смерти. И просто предположим, что есть какой-то человек, который не считает эти аргументы значимыми. Есть простая и важная причина, почему прикасаться к этой войне нельзя, несмотря на масштабы потенциального обогащения. Потому что это смертельно опасно. Причем далеко не только, когда вы боевую технику в армию поставляете, а потом едете в СИЗО вслед за замминистром обороны. Это смертельно опасно на любых уровнях, даже самых низких. Кто-то наивно полагает, что когда статья Уголовного кодекса о госизмене в очередной раз прирастает новой пачкой деяний, формирующих состав преступления, то делается это для нас, иноагентов в эмиграции. На худой конец для каких-то оставшихся несогласных, чьи комментарии во ВКонтакте и глаз оперативника неудачно встретились. Плохая новость в том, что это совершенно не так. Нас, уехавших, судили и более-менее уже высудили. Можно, конечно, еще одно дело на Руслана Левиева завести, но это даже новостью не станет и никакого пугающего эффекта не произведет. А только ради него ведь медийных персон заочно и судят. Что касается тех, кто остался и находит в себе мужество оппозиционно высказываться внутри России, для них не нужно никаких новых, подкрепляемых законом поводов уехать в тюрьму. Из статей за слова уже можно второй том УК собрать.
Поговорим о том, как и зачем расширяется понятие госизмены после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. По последней оценке The Bell, Россию за последние 3 года покинули и не вернулись почти 670 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше, чем оценка The Bell в конце 2022 года. Люди продолжают уезжать. Кто-то сделал это резко и теперь ищет более комфортные варианты. Кто-то долго планирует отъезд, чтобы без спешки устроиться на новом месте. Но у всех есть общая проблема. Правила и требования разных стран постоянно меняются, и без юристов в таких изменениях ориентироваться очень сложно. Поэтому лучше обратиться к специалистам, например, к адвокатам компании «Мигратор», с опытом работы от 15 лет. «Мигратор» поможет вам выбрать подходящую страну, и если у вас нет шансов на получение визы, прям так вам и скажут, без ложных обещаний. Адвокаты «Мигратора» все имеют лицензию, работают легально и помогают предпринимателям, специалистам, инвесторам и талантливым людям переехать в страну мечты. В США, Канаду, Аргентину, Францию, Германию, Польшу, Болгарию, Кипр и во многие другие страны. В договоре «Мигратор» гарантирует результат. Если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. Но такой вариант маловероятен. Успешных кейсов у «Мигратора» 95%. Стоимость услуг компании от $4000. Вы можете записаться на бесплатную консультацию, чтобы оценить свои шансы на переезд в выбранную вами страну. Многие обычно недооценивают себя и свои заслуги, так что стоит попробовать. Или специалист поможет, исходя из ваших пожеланий, подобрать страну, соответствующую вашим возможностям. Оставляйте заявку на консультацию на сайте по ссылке в описании и переезжайте с комфортом. Продолжаем. На самом деле, расширение понятия госизмена до любой человеческой активности, включая чистку зубов, равно как и другие пути за решетку, производится с расчетом на предприимчивых умников. На тех, кто решил, что война ему мать родна, и надо бы на ней быстренько озолотиться. Кто выкашивает верхушку Минобороны и сажает половину подрядчиков армии? Следователи, которым нужна не статья, а политическое решение. Жертвам путинской воли они могут хоть нарушение авторских и смежных прав вменить, потому что задача следователя — оформить бумажку в СИЗО Лефортово. Но есть ведь много уровней ниже. Есть, например, отдел управления ФСБ РФ по Свердловской области в городе Первоуральске, который тоже хочет ловить шпионов, которому тоже нужно явным образом продемонстрировать, что он защищает Родину. И новые статьи Уголовного кодекса пишутся именно для этого. Для того, чтобы местного лихого парня, который обустроил цех по пошиву бронежилетов и стрижет сверхприбыль у прохожих на виду, можно было закрыть за 3 секунды. Не городить 8-этажное уголовное дело о хищениях и неуплате налогов, а просто одним днем отправить в СИЗО, осудить закрытым судом, получить премию за борьбу с вражеским подпольем, а на сладкое швейный цех осужденного спокойно переписать на маму. У инагентов, диссидентов, у прочих граждан, объявленных врагами народа, еще есть какие-то шансы вырваться. О них будут писать, за них будут ходить по мировым столицам, им, может быть, соорудят какую-то схему обмена. На тех же, кто решил нагреться на войне, а сейчас сопли на кулак наматывает, мол, как несправедливо его закрыли из-за отпуска в Турции, каковой признали передачей гостайны в страну НАТО, на таких будет совершенно плевать. И тем, кто их сажал, те заняты дележом бизнеса, и провоенной публике. Для тех они шпионы. И антивоенному сообществу тоже, ведь они работали на войну. Если вы взрослый человек, и у вас есть деньги на новый бизнес, то никаких способов на что-то вас уговорить или от чего-то отговорить у меня нет. И читать вам очередную мораль я не буду. Просто надо напомнить, война, да, генерирует бесконечный поток денег, но прикосновение к ним в текущих реалиях – самый опасный бизнес, включая все виды криминала. Чем дальше, тем более свирепой будет борьба за эти деньги. Вести ее будут люди, которые вам что 20 лет в одиночке за полярным кругом, что несчастный случай с летальным исходом организуют абсолютно легко. И раз уж у нас сегодня разговор с чисто экономической точки зрения, надо сказать парадоксальную вещь. Инвестировать в войну невыгодно. В самом простом представлении оценка любой инвестиции – это 3 столбца. Время оборота денег, доходность и риск. Неважно, какой высоты будет доходность, столбец риска настолько огромный, что обнуляет любую прибыль. Это даже нельзя сравнить с финансовой пирамидой. Если вы решили в нее вложиться и проиграли,
не успели вывести деньги накануне краха, вы просто теряете деньги. Но здесь, если вы не смогли вовремя учуять, что крышевавшему ваш бизнес полковнику-снабженцу конец, и не улетели первым рейсом, то потеря денег не будет главной вашей проблемой. Вы потеряете свободу и жизнь. Теперь про банковские вклады. Объясню для начала, почему я не верю в заморозку вкладов и считаю это решение маловероятным, хотя возможным. Если мы посмотрим на историю взаимоотношений диктатур любого типа со своими гражданами, то четко увидим одну красную линию, которая объединяет их все. Заступить за нее означает спровоцировать либо тяжелый кризис, либо вовсе крах. Предел допустимого проходит по грани, за которую люди впадают в ярость от открытого воровства. У государства есть куча способов обворовывать граждан и делать их беднее постепенно. Есть фискальные способы – налоги, штрафы, тарифы, акцизы, пошлины, лицензии, сертификаты. Есть монетарные, например, инфляция. А еще государство с очень высокой долей бюджетной занятости, типа России, очень любит играть с формулами оплаты труда своих бюджетников. Всегда как бы в сторону повышения, но так, чтобы за чуть большие деньги сильно прибавилось работы. Главное в этих фокусах не слишком наглеть и не вовлекать обираемого в процесс обирания. Не просто так вся нагрузка по расчету и оплате зарплатных налогов в России лежит на работодателе. Не просто так главный бюджетообразующий налог – это НДС. Граждане живут как бы в офшоре. Они получают свои 80 тысяч зарплаты на карточку и берут шоколадку в магазине за 80 рублей, указанных в ценнике. И очень смутно осознают, что каждый третий рубль с зарплаты и каждый пятый с шоколадки они отдают государству напрямую. Это грамотный авторитарный подход. А вот заморозка вкладов – совсем другое дело. Тут у человека были реальные деньги, на которые он рассчитывал, а теперь их нет. Точнее, вроде бы есть, но распоряжаться ими он, может, уже не владелец. Скажем, 2 миллиона, которые тот откладывал на машину. Теперь их нельзя просто так снять со счета. Их будут выдавать порциями по 200 тысяч в месяц, например. А то и по 100, или по 50, а то и по 20. Такой фортель стоит в одном ряду с Павловской реформой 91 года, отменившей 50 и 100-рублевые советские банкноты. В одном ряду со всеми конфискационными деноминациями, когда у валют отрезали несколько нулей и давали гражданам всего пару дней на обмен денег. Со всеми случаями, когда государство явным образом лезло людям в карман, отменяя все прежние обязательства. Даже государства в разы более закрытые и репрессивные, чем Россия, даже Северная Корея, где, казалось бы, невозможен никакой протест, даже такие государства могут себе позволить конфискационные реформы лишь в самом крайнем случае. Либо выясняется, что не могут, и тогда приходится все спешно откатывать, показательно расправляясь с авторами. Не буду перечислять очевидные экономические последствия, вроде набега вкладчиков, который обрушит банковскую систему. Главное тут другое. Если вы запрещаете людям забрать свои деньги, потому что вам они нужнее, это политический риск хуже любой войны и даже военного поражения. Итак, можно ли нести деньги в российские банки и получать там 25%? Можно. Нужно ли? Это зависит от ваших обстоятельств. Если вы планируете через год покупку, привязанную к доллару, например, автомобиль, то точно не нужно. Во всех остальных случаях нужно смотреть, насколько официальная инфляция актуальна для ваших целей, структуры расходов и образа жизни. Нет сомнений, что Минфин с огромным аппетитом смотрит на десятки триллионов депозитов, которые просто так лежат, а могли бы ему дыры закрывать. Нет сомнений, что мозговой штурм на тему, как бы эти денежки у граждан одолжить потише и подешевле, постоянно идет. Выпустить, например, какие-нибудь победные облигации. Но сейчас представить, что какие-либо манипуляции с вкладами граждан будут исполнены принудительно и в форме конфискации, достаточно трудно. Хотя не стоит этого исключать. Недвижимость, жилая или коммерческая, это в любом случае проблемный актив. Главная его беда всегда и везде – это низкая ликвидность. Ценная бумага, условно торгуемая акция, всегда имеет цену, за которую ее у вас купят прямо сейчас. У меня есть акция Apple, а у вас на другом конце планеты тоже есть акция Apple. И в моменте они стоят абсолютно одинаково. Если рынок готов покупать вашу акцию, то и на мою спрос такой же. Недвижимости это не касается. Каждый объект уникален.
Средняя цена квадратного метра – это даже не средняя температура по больнице, это хуже. 2 квартиры равной площади в одном доме могут не просто стоить сильно по-разному, могут иметь принципиально разный спрос. Одну сразу оторвут с руками, а вторую будут продавать месяцами. Потому что одна на 3-м этаже с окнами в тихий двор, а другая на 1-м с видом на грохочущую трассу. Цену за вашу конкретную квартиру или коммерческую площадь может назначить только тот, кому она нужна. У кого цели покупки, состав семьи, доходы, тип бизнеса, привычки и потребности бьются с вашим объектом. Вряд ли есть такая семья с детьми, которой нужна ваша трешка у строительного рынка с ближайшей школой через 2 километра и притоном алкашей по соседству. А вот если кто-то ищет место под нелегальный хостел для мигрантов, за уши не оттащите. Я ни в коем случае не говорю, что недвижимость – это обязательно плохая инвестиция. Но, во-первых, вы должны понимать, что и для чего вы покупаете, чтобы потом не стать одним из тех, кто 3 года пытается сдать торговую площадь в 1000 метров на тупиковой улице. А во-вторых, вы должны помнить, что быстро это добро не продадите. Это инвестиция в долгую, а не заначка на черный день. Ведь в черный день тот, кто предложит вам адекватную цену, может и не найтись. Рынок недвижимости настолько специфический, что раздавать универсальные советы – полная глупость. Может быть, у вас есть план. Может быть, вы покупаете пол-этажа в Москва-Сити, чтобы нарезать его на 30 студий по 10 квадратов и сдавать успешным успехом по 100 тысяч в месяц, как приложение к аренде Lamborghini. Может быть, вы глубоко погружены в этот сегмент, и у вас все сходится даже с деньгами по 50% годовых. Есть много уникальных ситуаций. Но в целом относительно инвестиций в недвижимость есть одно соображение. Рынок в России 2 года грелся бесплатными деньгами. Льготными кредитами ниже инфляции, военными выплатами всех форм и видов. Люди, которые были бы рады зарплате в 30 тысяч, которые на рынке жилья не оказались бы никогда, ни при каких бы ипотеках, получили приход на карту в 5 миллионов за погибшего родственника и немедленно шли за квартирой. Если вы не понимаете, что делаете, если у вас нет плана, но есть сколько-то денег, которых хватает на первый взнос, и вы думаете, куда бы их деть, кажется в высшей степени неудачной идеей вкладывать их в рынок, который достиг своего пика на бесплатных деньгах с безумно дорогой ипотекой. Если только вы не ждете, что рубль поглотит спираль инфляции, и через пару лет ваш месячный взнос сравняется по цене шаурмой. Но в целом это покупка переоцененного актива за неадекватные деньги. Под словом «бизнес» в России понимают 2 принципиально разных явления. Если мы говорим «бизнес», имея в виду условную шаурму или кофейню, доставку еды через Яндекс, автосервис, барбершоп, пейнтбольное поле, бригаду ремонтников, стоматологический кабинет, в общем, все, что касается непосредственно потребительского обслуживания и продажи индивидуальных услуг, то нет абсолютно никакой разницы, где его открывать. Эти бизнесы, как правило, не живут на заемных деньгах, они не чувствительны к ставке. Государству, причем любому, кроме очень мелкого начальства, ищущего чуть-чуть наживы, по большому счету на эту сферу наплевать. В одном налоговом платеже «Магнита» весь этот бизнес утонет. Что бы ни случилось, война, революция, страшная диктатура все еще будет лежать в руинах, а места, где можно перекусить, выпить и постричься, восстанут первыми. Так что если вы чувствуете в себе силы и компетенции что-то такого рода открыть, в добрый путь. Даже общее падение доходов и инфляция вам не сильно страшны. Это автосалоны опустеют, а замерзший пассажир на автобусной станции как брал кофе в вашем автомате по 30 рублей, так возьмет его и по 40. Заведение, открыть которое стоит сумму, какую можно скопить с зарплаты и дозанять у 3 близких друзей, которое окупается за год-полтора, явление бессмертное. Такие бизнесы существуют всегда и везде, где есть люди. А вот если мы говорим про бизнес, имея в виду многолетние и многомиллионные инвестиции, если мы говорим про любые сроки свыше 5 лет, про привлечение заемного капитала, про взаимодействие с государством в полный рост, то тут дело даже не в ставке, не в дефиците кадров и прочих издержках момента. Вы просто должны проговорить вслух. Я могу себе представить, что будет в России через 5 лет. У меня есть адекватный прогноз. А потом оглянуться в 2019 год и подумать еще раз. А что, если вам повезло?
Это не такая уж и редкая в наши дни ситуация. Неожиданно для себя вы сильно выиграли от сложившихся обстоятельств. В вашу сферу, например, в кино, хлынули бюджетные деньги, потому что в отсутствии западных фильмов кинотеатры все равно надо чем-то заполнять. Или вы остались одним из последних уникальных специалистов в своей отрасли, потому что остальные релоцировались, кто по политическим причинам куда-то в Европу, а кто просто за длинным юанем в Китай. В итоге вы или ваша компания оказались в ситуации, где деньги, которые 2 года назад казались небом в алмазах, казались поводом всем премии раздать, сегодня даже не повод подписать договор. Что прайс, за который вы, оператор, например, были готовы на месяц уехать на Камчатку, сегодня соблазняет вас разве что проехать 2 станции метро до площадки. Если вы один из счастливчиков, кто никак не поддерживая войну, обнаружил себя с невиданными доходами, спокойно обогащайтесь. Не нужно морочить себе голову мыслями о том, что вы якобы косвенный выгодоприобретатель войны. Каждый несет ответственность за свои действия, а не за обстоятельства, на которые не имеет влияния. Пока вы не участвуете во зле, а бабло просто идет в карманы, почему бы их не набивать? Никакой этической проблемы для вас, как для оператора, например, нет, пока вы снимаете детективчик для Кинопоиска, а не житие героев Донбасса. Да, стоит тут сразу сказать, если вы платите в России налоги, то тем самым вы никак режиму не помогаете. Налоги берут с вас насильственно, вы не вносите их в кассу добровольно. Кроме того, те работы, которые не сделаете вы, сделает кто-то еще. Государство от того, что вы откажетесь от дохода и не будете платить с него налог, не обеднеет. А вот вы еще как. Набивая карманы, важно помнить, происходящее с вами ненормально. Таков эффект перегрева экономики в результате государственного безумия. А значит, счастье конечно, и к концу этому надо быть готовым. Причем вот тот редкий случай, когда можно дать прям однозначный совет, основываясь не на каких-то данных, каких-то исследований, а на опыте жизни в России, в том числе моем. Ни один человек, который складывал под подушку доллары, ни разу долгосрочно в России не проиграл за всю историю новой России. В эти 30 лет были затяжные периоды укрепления рубля. В нулевых даже были те, кто настолько в это поверил, что взял долларовую ипотеку. Поверил, что 25 или даже 23 рубля, как летом 2008-го, не предел. Но всегда такое счастье было конечным. Всегда люди, запасавшие доллары, оставались не в минусе. Официального долларового рынка в России сейчас как будто бы нет. Но быстрый гуглинг покажет, что рынок еще как есть. Перегнать рубли напрямую или через крипту, получить наличные доллары с курьером или в неприметном офисе без вывески. Если вы хотите складывать доллары в тумбочку, то способы есть. Превратить рубли на вашей карте в валюту не намного сложнее, чем во времена физических обменников. Да и они, в общем-то, в некоторой степени сохранились. Но в нашем мире до налички можно, в принципе, и не доходить. Стейблкоины типа USDT показывают себя в высшей степени устойчивым инструментом платежей, переводов и сбережения. Я ни в коем случае вам не рекламирую торгуемую крипту типа биткоина. Если глубоко не разбираетесь, туда лучше вообще не соваться. А какие-нибудь USDT, просто как альтернатива наличке под подушкой, почему бы и нет? Лучший способ сберечь от государства то, что государство вследствие своего идиотизма насыпало вам в карман, завести зарубежный счет и хранить доллары там. Не нужно ужасаться этому словосочетанию, я не имею в виду Швейцарию. Подойдет любая относительно адекватная юрисдикция, где нет проблем с долларовым обращением. Сейчас есть много предложений удаленного открытия банковских счетов. Часть из них рекламируется даже у меня на канале. Такие подойдут для небольших объемов. Но если объемы побольше, в соседнюю страну можно и съездить, и там совсем уж безо всяких проблем открыть полноценный счет. Завести счет там в Казахстане, например, или Кыргызстане, в некоторых случаях в Грузии, и переводить на него рубли, а там уж конвертировать их в доллары. Это сейчас совсем не сложно. Это не совет для долларовых миллионеров. Если у вас есть хотя бы 5 миллионов рублей, это уже достаточная сумма, чтобы ее имело смысл вытащить куда-то за границу. Чтобы даже если все пойдет не так, какая-то денежка на первое время дожидалась вас на карте, которую примут по всему миру. Тут могу сказать про себя. Я, когда жил в России, всегда следовал 2 простым правилам. Хранил свои деньги только в долларах и, по возможности, вне российской юрисдикции. Когда денег было не так много, они просто лежали в банковской ячейке наличными. Когда стало больше, хранились на Interactive Brokers и зарубежных банковских счетах.
Войну я встретил с 80 или даже больше процентами моих денег за границей, а уголовное дело вообще с 5000 рублей на счету в России, и все. Естественно, уголовное дело и необходимость отъезда ждут не каждого. Но в целом время сейчас такое, что в России лучше деньги не хранить. При этом вывести их из нее достаточно просто. Если деньги есть, то я думаю, что стоит этим заморочиться. Вот такой сегодня ролик с некоторыми персональными советами. Мы еще продолжим эту тему разбирать. До завтра.